Тема занятия — горная подготовка. У нас для того, чтобы ходить в горы, используется индивидуальная страховочная система, которая состоит из низа. Вот она. У нее есть верхний обхват, поясной точнее обхват и ножной обхват. Все. Ложите. И верхний, так называемая еще в простонародье бабочка. Одевается, естественно, на плечи. Все, укладываю пока. Также у нас состоит поближе из подъемного устройства. Оно называется подъемное устройство типа Жумар. Все. Спускового устройства, страховочно-спускового устройства типа восьмерка с рогами. И различных карабинов разных типов. У нас есть карабин, идет большой муфтованный. Вот это то, что он замуфтовывается и не может расщепнуться, да. Потом идет немуфтованный. Два немуфтованных, один с прямой, другой с изогнутой защелкой, как мы видим, да. И один малый карабин, вот, муфтованный. Также у нас есть станционная петля, из чего нужно делать станцию. Сейчас ее вам продемонстрируем. Ну, так она для переноски удобно используется, поэтому ее в связанном виде носит. Вот, она разной длины может быть. В среднем держит там 2 тонны на разрыв. Все. И самое главное, для того, чтобы нам верхнюю и нижнюю беседку сблокировать, кусок динамической веревки. Грубо говоря, около 4-4,5 метров. Данному вниманию сейчас происходит демонстрация одевания индивидуальной страховочной системы. Сначала одевается низ. Ну, можно сверху, вверх начать, не принципиально. Одевается вверх. Обязательно железные части, как мы видим, должны быть верхней. Да. Сверху. Сверху, да. Естественно, нигде ничто не переплетено. Одевается низ следующим образом. Сначала одеваю, в 2 ноги вставляется поясной обхват. И в каждый ножной обхват вставляется, естественно, в левая нога, правая нога. Естественно, обязательно смотреть так, чтобы нигде не было никаких либо переплетений. Потом мы затягиваем поясной обхват. Ну, затяжек различных типов бывает. Ну, в данный момент у нас предоставлен вот такой тип затяжки. Затягиваем так, чтобы, естественно, ничего не болталось. Обязательно там всегда на всех поясных обхватах есть резиночки, куда это все, чтобы не болталось, спрятать можно. Вот. Также, как мы видим, поясные обхваты. Также затягивается, но сильно затягивать не надо, чтобы вам не пережимало при движении ноги и поступала туда кровь, естественно. Они так в легком, скажем, болтании должно быть. Обращаю внимание, что у нас есть обязательно вот эта часть, это называется в нижней беседке, это у нас называется силовое кольцо. Она должна быть без переплетений и без каких-либо потертостей. То есть, скажем так, в идеальном состоянии, потому что это основная часть, куда у нас щелкиваются карабины и все остальное прочее. Все. Сейчас мы будем блокировать систему узлом двойной булинь. Берется веревка, да, конец веревки просовывается в ножной обхват, потом в поясной обхват. Потом с левой стороны относительно вас просовывается в верхнюю беседку и с внешней стороны. И потом, естественно, во вторую часть с внутренней стороны. После этого концы веревок обязательно должны быть выровнены. Что у нас и происходит. Вот. После этого мы совмещаем веревку и заводим ее под другую веревку, скажем так, да. Отводим в сторону, делаем вот такую вот небольшую петлю, да. Потом просовываем ее сверху. 2 остальных конца, которые у нас есть. Приплетения, естественно, все убираются. И потом, который у нас как палец идет, мы просовываем туда два оставшихся конца веревки.
Все. И затягивается, естественно, узел. Напоминаю, что узел называется двойной булинь. Это один из узлов и один из способов, как можно блокировать систему. После этого берутся концы веревки и вяжутся следующие узлы. Восьмерка проводник. Завязывается, да, на одном конце. Это как один из способов, напоминаю, что не обязательно, что это может быть принципиально так делать. Все, да. Контруем обязательно. Восьмерки обязательно требуют контрольного узла. Естественно, на втором также конце вяжется узел восьмерка проводник. Старайтесь все вязать без переплетения веревки. И обязательно, естественно, все контруется. Напоминаю. После этого мы в данный момент расскажем, как у нас развешивается снаряжение. Берутся два муфтованных карабина. В данном случае у нас большие карабины, да, муфтованные. Размуфтовываются и, естественно, в ушки, которые у нас образовались... нет, не в ушки. Тогда прощелкиваем, да, верхнюю, первую, скажем, круг и нижний круг, да, верхний и нижний. Просовываем и муфтуем в таком положении, да. После этого здесь вставляем, обязательно проводим через силовое кольцо и через блокировочную веревку, для того, чтобы в случае разрыва силового кольца мы остались все равно на веревке этой. Естественно, можно замуфтовать. Все, следующее. Берем два других малые муфтованные карабины и их вставляем в так называемые усы самостраховки, то есть в ушки восьмерок, которые у нас образовались после завязывания узла восьмерки. Вот, а в один из ушек вставляем подъемное устройство типа жумар, но левый либо правый, там вы сами определяете, кто вы там, правша либо левша. И, естественно, все у нас вешается на полочке, которые у нас есть на поясном обхвате. Все можно блокировать, да. Обязательно, которое мы ставили в нижнюю беседку, карабин большой, щелкнем-то восьмерку вот таким типом, положением, да. И все блокируем. Ну и все остальное также развешивается по полочкам, как удобно вам. Вот в данный момент вот демонстрируем, что с разных сторон можно все развешивать. Вот. Следующим образом все развешивается также на полочку, да. Вот. Станционная петля у нас может вкладываться вот таким способом, как демонстрирует нам обучаемый. Самый главный здесь вопрос в развешивании, это чтобы все должно висеть в таком положении, чтобы ниже колен ничто не висело. Просто когда мы будем двигаться по леднику, ну либо просто двигаться в кошках, мы это можем все задеть.